Друзья, всем привет! И снова здравствуйте, это мы. У нас сегодня выезд будет полноценный на несколько дней. Да, Расскажи, куда мы едем? Едем в Большерецк. Это вон туда, за те горы, километров так 250 от города, на реку Большую, на Плотниково, на Быструю. Покатаемся, посмотрим, что поймаем там. Ну, я думаю, что-нибудь поймаем. Кижуча. Да. Микижу, Вот Хариуса, на Гольца. двух машинах. Да, на нормальные и вот. И вот такой. Ну, это дом, машина-дом. Там у нас все, лодка у нас есть, все. А жить ты будешь там, кстати, в ней. Да, я Гугле. буду жить, это мой дом. На, Ой, я матрас забыл. на несколько дней. Вот, видишь, вспомним. Да, хорошо, что заедем. Будем жить вот в такой машине несколько дней. Моторная лодка, ходить в разные места. Разобьем лагерь. Короче, интересно будет. Наконец-то такой прям полноценный выезд у нас. Все расскажу. Давайте, надо собираться. Еще хочется после того поставить лагерь и ехать довольно далеко. Рыжий пес. Рыжий пес. Рыжий пес. Рыжий пес. Красивый какой. Ах, красивый какой. О, красивая лисица. У нас нет ничего. Нет ничего. Здесь. Классно. Нет ничего. Прокомментируй, Марат. Так, давай уже кричите, что ли? Как помогай, Там в сторону надо. Коль, давай, растаскивай. И снова здравствуйте. Мы приехали в Усть-Большерецк, всеми так любимый, на Кижуча. Вот, Толя сходил, посмотрел, у кого-то Кижуч есть, у кого-то нет. Не факт, что поймаем. Сегодня у нас какой день недели? Вторник? Да. Здесь какой-то фестиваль проходит? Нет, здесь не фестиваль, это все рыбаки, которым кушать нечего. Вот все на сафарях, на Инфинити, на ленд-крузерах, на прадиках. Людям просто кушать нечего, последние деньги на машину потратили, а вот обычным бедолагам не дают половить. Ну почему все в одном месте? А все в одном месте, потому что здесь очень большая популяция лосося. В принципе, относительно недалеко ехать от города и очень большая река. Вот. Хотя вот где мы вчера ловили, никого нет, рыба клюет, гораздо ближе к городу и так далее. Поэтому посмотрим, как пойдет. Ну и здесь подъездов не так много. Подъездов вообще, да, здесь есть вот этот подъезд, это называется Косоево, через поселок Усть-Большерецк. Если не доезжая его, село Кавалерское там есть, но там не получится никак. И есть Ночилово. Там обычно все на Чевычи сплавляются, потому что там глубина позволяет. Сейчас там речка меньше, чем по колено, и там 300 метров по речке до лагеря тащить лодку. Поэтому мы этим не хотим заниматься. Мы приехали туда, где все. Ну и с другой стороны безопаснее. Много народу, никто ничего не сворует. Медведей нет. В общем, будем базироваться в ближайшие несколько дней здесь. А там как пойдет. Ну все, давай. Так что вот сейчас собираем спальник в тачке и будем делать дела. Давай. Ну, вообще, обычно я сплю в палатке, но так как уже прохладненько, и до минус там опускается здесь, приходится спать в тачке. Можно и в палатке, конечно, и минус 15 спим, но комфортнее, безопаснее в машине. Поэтому за счет того, что у меня сидушки рекаровские стоят, вот, пришлось поднимать, потому что уровень пола неровный, и пришлось поднимать вот таким вот такой конструкцией, рундуком. Все, надувается матрас, от Антона Коробко или Коробко, не помню фамилию его. Все, матрас 2 на метр с лишним. Все, сейчас его задвигаем туда. И спокойненько во всю длину спим и как бы вообще не жалуемся. Все Класс. супер. Пойду наше спальное место готовить. Вон ребята в бомбе. несут лодку и вообще не напрягают. Да, да. Ты иди свое, пошли покажем твое спальное место. Вот мое спальное место. Пока еще здесь лодка. Да, баки. Мы сейчас знаешь, как сделаем? Мы баки не будем с бензином вытаскивать. Ты ляжешь, я тебе ночью приду, открою. Открою чуть-чуть. Да, чтобы ты повеселился хотя бы. А то такой же грустный какой-то. Все. Там ты полку, самое главное, это не показал. Да, полка там все. Здесь, короче, можно называть как однушку.
И вот здесь еще Серега будет спать. Здесь тоже вещи пока. Машина. Короче, у нас у каждого по комнате. И вот шатер собрали. Уже там что-то сидит, туда положим. Довольно ветрено, но здесь машин полно. Машин здесь вот такой пятак. Прям как парковка у Икеа. И вся забита машинами. А у всех палатки, шатры. Там куча лодок на берегу. Ладно, надо собираться, пока еще светло уже. Вот за горизонт солнце сваливается. Марат, доброе утро. Доброе? Как спалось? Изумительно вообще. Что сейчас будем делать? Лодку таскать? Сейчас лодку вот тащим, да, и пойдем рыбачить. Посмотрим, что у нас получится. Да, народ уже на воде. Мы сегодня Часа решили как 4. поспать подольше. А в лагере тишина. Солнце, погода отличная. Так что сейчас мы позавтракаем и будем спускать лодку и рыбачить. Столкнулись, ого. Садись. Какой план у нас, Марат? Да пока никакого, идем смотрим. Чё? Вниз идем? Да. Рыба есть? Идет, проходит по тебе. Я был сам. Можете оценить количество лодок с высоты. Ловят они на донку, груз 100 грамм и вращающаяся блесна на поводке в качестве приманки. Сильное течение заставляет лепесток вращаться. Вот мы высадились на плес. Вы видели, сколько народу здесь? Очень много. Там очень много. Какие-то вот обратки, затяжки, везде лодки. Постоянно плывут то вниз, то вверх лодки. На всех плесах народ. Короче, здесь как на Москва-реке. Зимой, когда больше ловить негде. Но при этом вот народ говорит, что рыбы нет. И донки закидывают, короче, здесь. Ну, мне вот вообще пока не по душе такая рыбалка. Приехать на Камчатку, чтобы ловить в толпе, это жестко. Короче, пока не нравится. Вот вышли на плес. Трупы. Горбушки. Везде по берегу следы медведей. Как, короче, стандартно. Но народу просто жесть. Ладно, сейчас попробуем здесь. И хариус должен попадаться, и галет. Так, половим. Но говорят, у кого спрашивали, что Кижу зашел, но не берет. Он не стоят, там видит, что он проходит, но не клюет вообще. И, в принципе, пока рыбу не видели у народа. Поставил Maps Агле двойку. Хочу попробовать поймать хариуса, гольца. Каменистые такие вот перекатики прикольные, коряги торчат. Первая поклевочка, небольшая кунжа. Кунжа? Да. Это кунжа? Да, это кунжа. Я думал, это галет. Не, совсем мелкая. Белые пятна большие. Мы ее сейчас отпустим и будем ловить дальше. Давай, дружочек, убегай. Ну как тебе вообще? Расскажи. Где, в Большерецке? Да. Ты же говоришь, на камеру нельзя материться, поэтому сами догадываетесь.
Серега сюда хотел, я вас вывез. Так бы я сюда не поехал. Поэтому, ну пока ловим. Кижуча, говорят, нету. Кто говорит есть, кто говорит нет. Но никто его не ловит. Да. Он ловился вчера и будет завтра ловиться. А сегодня... Слушай, ну а тут вот что за дни вот эти проходные? Как... Ну, это же река такая промысловая. То есть в устьях стоят сетки, не вода. Проходные дни. Кто как говорит. Кто говорит среда, четверг, кто говорит вторник, среда. Неизвестно. Когда их убирают, соответственно. и Да, рыба- да, да, и рыба заходит в А реку. так перекрывают полностью? Ну, не полностью, просто они с плавом ходят, все забирается, что там есть, и все. Поэтому покидаем сегодня, если ни одного кижуча не поймаем, то сворачиваемся, едем в Налочь. Согласен? Отлично, да. Да. Опа, и сразу четверку поставил, сразу поймал. До этого я кидал двойку и несет. Микижа. Это форель, как у нас на платнике. Хорошенькая. Подсак забыл, к сожалению, в машине. Блин, еще взяла так неудачно. Неудачно. Ну, уже получше, да, дело пошло? Ну да. К сожалению, она не выживет. Опа! Есть! Первый забрал. Высадились. На еще один плюсик. Четверка. Блю Фокс. Ну что, сейчас посмотрим, кто там у нас. Кто это? Опа! Красивая какая. Какая красивая рыбка. Только у нее какая-то болячка тут. Непонятно. Вот какая. Что это, кита? Уже в цвете все. Лощавая. Вот здесь ее подруги валяются уже без глаз. Что? Да, лощавая, горбуша это? Извиняюсь, что так грубо ногами ее пинаю, но в руки ее брать просто страшно. Она уже не жилет. Ну все, она полумертвая, он у нее уже на хвосте там уже гангрена. Немножко ей осталось, уже отнерестилась. Зомби. Голец! Вот это голец. Первый за поездку. Красные какие, контрастные точки, красивые. Тройник полностью в пасте. Красавец. Сейчас я тебе пишу. Да, голец. На берегу замечаем медведя. Это уже второй подход его за рыбой к воде. Вылавливает, выходит на берег, ест и снова на рыбалку. Но звук пропеллеров дрона его явно напугал, и он решает уйти. А я немного пролетел за ним до ближайших деревьев. Вот он, наконец. Мы думали, уже кижуча сегодня не поймаем. Марат нас привез на секретную точку. На которую я вас пытался с самого утра привезти, если что. А мы были против? И вот он, кижуч.
Хороший. Нормального размера. Подсак оставили в машине. Поэтому придется его... Вот так. Смотри, какой хороший. Опа! Заход. На оранжевый. Первую проводку я сделал, кстати. В новом месте. Марат, зафотаешь? Потом фототься нахуй. Ну, при них поймал. Есть. Второй. С этого же места. Тут еще две лодки, просто сейчас нас спалят. Не хотелось бы, чтобы нас спалили, они сейчас точно сюда придут. Но мы спалились. Такая же. Такой же. Есть. О, хорош. Догнал. Тоже размер хороший. Серега тоже поймал, мне какая-то мелкая. Все как на подбор. Также пятерка. Блесна. У него полон сил еще. Сейчас я думаю. Опа. Ой, это даже больше. Это вообще нормально. Вообще полон сил. Сколько же мощи у него. Вообще хороший экземпляр. Сматывает. Фрикцион. Он сейчас еще несколько раз, я думаю, уйдет, такого не возьмет. Надо подсак с собой таскать. Это самец уже. Прям такой нос горбатый. Давай, 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 давай. Опа. Да? Хорош, да? Ну зачем ты ругаешься, Намар? Блин, ну запикаешь. Да, запикаешь, сидеть там. Только прячь его сразу туда, чтобы никто лишнего не видел. Сидеть, пикать потом. Зафотай быстренько. Куда нажать? Вот на это, да, нажми, держи. Ваня, здорово. Марат, знаешь, сколько крутых фоток ты мне сделал? 0. Знаешь, сколько всего фоток ты сделал? 0. Итак, в общем, пора нам сегодняшний день завершать, отправляться в лагерь, сушиться. Уже вот солнце за горизонт скоро опустится. Мы довольно далеко от лагеря. Ну и, естественно, мы решили остаться. Хотя вот до поимок Кижича на этом месте у нас было желание сегодня уехать. Но завтра постараемся, я думаю, с утра встать пораньше, с рассветом, потому что рыба, говорят, все же клюет по утрянке. И сюда придем, будем здесь ловить. В общем, завтра увидимся с вами снова.
Марат, ну давай подытожь. Да, в принципе, очень даже неплохо. Сколько? Мы сюда весь день шли, да? Ну мы шли не спеша. Да, не спеша. Хотя ты знал, что рыба здесь. Ну, я сразу говорил, куда надо ехать? Да. На тундровую, вот. Мы непонятно где колесили. В итоге приехали на тундровую. У тебя с какого заброса клюнул? С первого? Чуть ли не с первого, да. С первого, да. Именно так. Хорошие такие лопатки. Сейчас мы их для фоточки заскладируем. Ну какой план у вас? Решили План? остаться? Да, решили остаться, расслабиться. Надо ехать сюда. Завтра с утра, с рассветом. Да, и весь день здесь брать еду, и здесь никуда отсюда не уезжать. И ловить. Потому что пока его мало, гоняться за ним все речки, такое себе удовольствие. Он все равно весь стоит на тундровой, вот здесь. Ну да, вот у нас лицензия у каждого. Ну, кроме вот эти рыбы. В лицензии, да, фижи 4 штуки. Покупаешь ее в автомате. Я показывал. Ну, вот мы раз, два, три, 4, 5 штучек. Не троих. Могли 9. Но 9 мы не смогли закрыть все лицензии. Ладно. Будем собираться и в лагерь. В лагере еще дел полно. Так же. Ну да, согласен.